Привет, друзья! Привет! Сегодня мы для вас приготовили тортик. Посмотрите, какой он красивый. Тортик не просто красивый, он еще невероятно вкусный, и готовится он без выпечки. Да. Так что все те, кто хотят сэкономить свое время на кухне и не любят возиться с тестом, этот тортик для них. Смотрите видео до конца, и мы вам все покажем. Поехали. Поехали. 300 грамм шоколадного печенья измельчим в блендере. Пересыпаем крошку в чашу для смешивания. Добавляем 80 грамм растопленного сливочного масла и перемешиваем. Масса должна получиться достаточно липкая, но она у нас рассыпается. Поэтому мы добавляем 2 столовые ложки молока и еще раз все перемешиваем. Вот теперь консистенция как раз та, которая нам нужна. Оно собирается в комок и при этом легко рассыпается на части. Теперь приготовим заварной крем. Берем 2 яйца. Добавляем щепотку соли, 130 грамм сахара, 2 столовые ложки муки и все перемешиваем. Размешиваем до такого состояния, чтобы не было никаких комочков. Теперь добавляем 400 грамм сметаны. Все еще раз перемешаем. Ставим кастрюлю на плиту. Начинаем варить крем, активно помешивая, чтобы у нас не образовались комочки. Как только крем загустится и пойдет пузырями, мы снимаем его с огня. Перекладываем крем в отдельную емкость, закрываем пленкой в контакт и даем ему полностью остыть. 120 граммов размягченного сливочного масла добавляем 16 грамм ванильного сахара и взбиваем миксером до тех пор, пока масло не станет воздушным и белым. Затем порциями добавляем заварную часть крема и продолжаем взбивать. Вот какой нежный, воздушный крем у нас получился. Можно начать собирать тортик. Примерно половину шоколадной крошки выкладываем на дно формы. Мы взяли раздвижную форму и установили диаметр 18 сантиметров, а края обложили пленкой. Так мы формируем дно нашего тортика. И стаканчиком его уплотняем. Из оставшейся крошки формируем бока, бортики нашего тортика. Сыпем вот так по краям и сразу их прижимаем к краю формы. Помогайте себе стаканчиком и смотрите, чтобы краешки были под 90 градусов, чтобы при разрезе было все идеально. Теперь выкладываем крем. И распределяем его внутри нашего тортика. Поверх крема укладываем ягоды. Сперва малина, потом ежевика. Впрочем, друзья, вы можете укладывать любыми ягодами, которые вам нравятся, которые есть дома. В
Вот такая красота у нас получилась. Немножко поправим бортик тортика, чтобы он не обсыпался при нарезке. Накрываем тортик пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов, чтобы он там стабилизировался. Прошло 3 часа, пришло время посмотреть, что у нас получилось. Вот какая красота! Ну что, пробушки, самый главный момент нашего кинопроизводства. Так, я первый. Так вот берешь с ягодкой вместе, прям вот так. Видишь, как красиво. Нет, с маленькой попробуй. Это восхитительно. Это просто блаженство. Скажи. И даже непонятно, это Не могу. крем или мороженое, или суфле. Это просто потрясающе, друзья. Отличный. Обязательно попробуйте. А еще попробуйте подписаться на наш канал. Поверьте, не пожалеете. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!